Ответ России Западу за томагавки, удар Москвы по военным США, резкое заявление и обращение к Белому дому. Тревога в Киеве. Зеленский внезапно сорвал совещание. Почему пошел в отказ? Политическая борьба началась. Западная пресса пишет о смене власти в Украине и главном конкуренте Зеленского. Реакция на резонансный материал. Чехия меняет курс. В Праге звучат заявления больше ни одной кроны на оружие для Украины из чешской казны. Однако откажутся ли от помощи Киеву? Искусственный интеллект вместо людей. Президент подписал указ. Под сокращение попадают 2000 чиновников. Решение Мирзиёева. Экстренная ситуация и масштабная эвакуация целой столицы. Литва опасается нападения с территории Беларуси. Вильнюс готовят к массовому выезду. Отдых для россиян в странах НАТО под запретом. Закроют ли Турцию для отдыхающих из России? Обращение к Госдуме. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Почаевская лавра в Тернопольской области Украины под прицелом силовиков. СБУ и полиция нагрянули с обысками в один из крупнейших православных монастырей страны. Следственные действия проходили в церкви всех святых. Украинские медиа распространяют видео захода на территорию силовиков. По информации издания, полиция и служба безопасности Украины якобы ищут документы о незаконном присвоении УПЦ Московского патриархата здания храма, которое является памяткой архитектуры. Речь, вероятно, о том, что в 2018 году священнослужители могли незаконно оформить право собственности и таким образом завладеть имуществом архитектурной памятки мошенническим способом. Но это не единственная версия. По данным СМИ, в июне 2024 года Минкульт зафиксировал исчезновение части икон, которые значились в паспортах объектов культурного наследия. При этом на сайте УПЦ о визите силовиков написали коротко, не назвав причин, лишь уточнив, что обыски проводились в храме на кладбище. Чехия меняет курс. Лидер, победивший на парламентских выборах партии ОНО Андрей Бабиш, заявил, что если его сила сформирует правительство, страна больше не будет напрямую выделять бюджетные деньги на вооружение Украины. По его словам, Киев не получит и кроны из чешской казны. Прага и дальше будет участвовать в поддержке Киева, но только лишь через структуры ЕС. А частные оружейные компании смогут свободно и дальше зарабатывать на экспорте своей продукции. Политик напомнил, что Чехия ежегодно вносит около 60 миллиардов в бюджет ЕС, часть которых уже идет на поддержку Украины. И этого, по его мнению, достаточно. Если мы будем в правительстве, мы говорим: чешские оружейные компании, хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем. Мы не будем давать Украине на оружие из бюджета ни кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я считаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет оказываться через ЕС. Экстренная ситуация и масштабная эвакуация целой столицы. Вильнюс готовят к массовому выезду на случай расширения войны в Украине. В Литве больше не делают вид, что это невозможно. Там акцентируют внимание на близости Вильнюса к белорусской границе. Речь всего о 20 километрах. Именно поэтому в столице разрабатывают план, согласно которому за очень короткое время должна быть эвакуирована большая часть жителей. В Вильнюсе уже прошли масштабные учения, жители приняли участие в эвакуации. Все выглядело как репетиция реальной тревоги, уже определены маршруты, а также подготовлены поезда и автобусы. Известно также, что будут эвакуировать не только Вильнюс. В планах, если война между Россией и НАТО вспыхнет, вывоз людей из зоны повышенного риска, расположенной менее чем в 40 километрах от границ России и Беларуси. Очевидно, речь идет о всем городе. Мы понимаем, что если возникнет чрезвычайная ситуация, требующая эвакуации Вильнюса, это не произойдет за один день. Возможно, потребуется эвакуировать отдельные районы или линии. Но опыт показывает, что мощности должны быть рассчитаны на все население Вильнюса – 600 тысяч человек. Напомню о возможной войне между Россией и НАТО, которая может произойти в конце этого десятилетия, говорят западные разведки. Путин при этом уверяет, что такие прогнозы, далее цитата, «это чушь и истерия», и Россия не собирается ни на кого нападать.
Ответ России Западу. Москва за один день выпустила сразу несколько громких и жестких заявлений. Все они фактически адресованы США. Это обращение к Вашингтону. Причина – возможная передача Украине ракет «Томагавк». В Москве акцентируют внимание на том, что Россия готова нанести удар по силам США, в частности по американским военным. В Комитете Госдумы по обороне считают, что украинцы самостоятельно не справятся с запуском ракет, если такие появятся на вооружении ВСУ. А на поле боя «Томагавк» ничего не изменит, потому что если их дадут считанные единицы, максимум десятки, ничего они не сделают. Мы эти ракеты прекрасно знаем, как они летают, как их сбивать. Работали по ним в Сирии, поэтому ничего нового нет. Проблемы будут только у тех, кто их поставит и кто их будет применять. Вот у них будут. Похожее заявление сделали и в МИД РФ. Захарова называет томагавки мощным оружием и говорит о том, что они могут разрушить в том числе российско-американские отношения. Соответствующее решение администрации США, повторю, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять такие элементы возобновления двустороннего диалога. Кроме того, в МИД РФ заявили, Россия продолжит добиваться поставленных целей, но помимо этого прозвучало официальное обращение к Белому дому, в частности и к Трампу, который почти решил, будет передавать томагавки или не будет. Соответственно, и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны, гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению. Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации. Ранее в России заявляли, что любые иностранные военные на территории Украины – это законная цель России, а значит РФ готова бить и по американцам. При этом украинская сторона никогда не заявляла, что для запуска подобного рода ракет им необходима посторонняя помощь. Пристальное внимание западной прессы приковано к каждому заявлению из России. Вашингтон-Пост пишет, что предупреждения России становятся все более резкими и являются частью скоординированных попыток России удержать президента Трампа от предоставления Украине доступа к ракетам. Это была цитата. Авторы материала также пишут о тревоге в Москве. Постоянные предупреждения Путина и других российских чиновников отражают тревогу Москвы по поводу того, что Украина может получить такое оружие, и противоречат заявлению Путина, сделанному в четверг на конференции по внешней политике, о том, что эти ракеты не изменят баланс сил на поле боя. Путин предупредил, что поставки ракет станут качественно новым этапом эскалации, так как Украина не сможет применять их без участия американского персонала. Однако он выразил уверенность, что Трамп в итоге откажется от этой идеи, поскольку умеет слушать. Друзья, за время Большой войны с российской стороны неоднократно звучали заявления о красных линиях, и тем не менее Украина получила практически все, что обещали ей союзники, несмотря на предупреждения из Кремля. Как считаете, какой путь выберет Трамп? Передаст, не передаст или уже передал? Напишите, пожалуйста, свое мнение под этим видео. Снова и снова говорю вам всем спасибо за то, что ставите лайки. Это важно для меня и алгоритмов YouTube. Накануне был сбой в YouTube, и многие из вас писали мне о том, что нет субтитров на видео. Мы все исправили, как только смогли. Помните, что все выпуски переведены на 29 языков мира. Все ради того, чтобы вам было комфортно. Спасибо еще раз за поддержку, а я продолжаю. Политическая борьба за власть в Украине началась. Об этом пишет также западная пресса. Резонансная статья в издании Intelligence Online, которая специализируется на темах разведки, заставила заговорить тех, кто редко дает комментарии.
Речь об экс-главкоме ВСУ Залужном. Его часто называют главным конкурентом Зеленского на возможных президентских выборах. Издание Intelligence Online накануне вышло с материалом, в котором говорилось, что Залужный уже подбирает союзников для возможного парламентского списка, и уже даже некоторые должностные лица получили предложение войти в его команду, несмотря на то, что сам Залужный пока еще не решил баллотироваться в президенты. После того, как эту публикацию растиражировали российские и украинские СМИ, Залужный заговорил. Он обрушился с критикой на украинские медиа, заявив, что они распространяют фейки, и дал понять, бороться за кресло президента, пока идет война, не собирается. Я не принимаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от якобы моего имени присоединиться к каким-либо процессам через какую-либо организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой. Пока у меня есть возможность служить государству, я буду это делать. Моя позиция неизменна. Пока идет война, выборы в органы власти Украины невозможны. Напомню, в Украине обещают провести выборы сразу после отмены военного положения. Украинские социологические центры при этом часто проводят опросы и называют Зеленского и Залужного главными оппонентами, если и один, и второй решатся бороться за кресло президента. Зрители из Украины, которые проживают и в стране, и за рубежом, а каковы ваши мысли по поводу следующего президента страны? Каким он должен быть и кто им может быть? Почему? Если не сложно, поделитесь своей точкой зрения в комментариях, а я продолжаю и далее о ярости Зеленского. Зеленский идет в отказ. Он внезапно отменил совещание, которое сам и назначал. Украинские депутаты пишут, что вторая встреча с фракцией «Слуга народа», которая должна была пройти в офисе президента на этой неделе, сорвана. Депутат Гончаренко уверяет, что Зеленский выругался на депутатов и при этом забыл, что Украина – это парламентско-президентская страна. Деструктивные ***лы. Зачем с ними встречаться? Слова Зеленского. Привожу вам прямую цитату Владимира Зеленского о встрече со «слугами». Именно поэтому Зеленский отменил встречу со своими депутатами. Зачем встречаться с деструктивными ***лами? Эта фраза Зеленского активно обсуждается среди «слуг». Все разочарованы и не понимают, как так получилось. Уже после появления такого рода инсайдов в пресс-службе партии «Слуга народа» заявили, что встреча лишь перенесена, и причина не в Зеленском. Это просьба председателя фракции Давида Арахамии. Встреча состоится, но после голосования в первом чтении проекта госбюджета 2026 года. Напомню, что ранее в украинском парламенте обсуждали первую провальную встречу Зеленского с депутатами. Событие редкое, и при этом Зеленский был на этой первой встрече раздраженным и недовольным, писал депутат Железняк. Причина в том, что многие депутаты просто проигнорировали эту встречу и не пришли, а западные медиа после писали, что у Зеленского начинаются проблемы даже со своей собственной партией. Вместо заграницы тур по Золотому кольцу России. В РФ предложили временно запретить россиянам покупать туристические поездки в страны НАТО, которые поставляют оружие Украине. С такой инициативой выступило движение «Ветераны России», заявив, что пока идет война, деньги российских туристов не должны работать на Киев. В документе, направленном в Госдуму и Минздрав, перечислены Франция, Германия и другие государства, куда не должна ступать нога россиян. По словам автора идеи Ильдара Резяпова, мера должна еще и подтолкнуть к развитию внутреннего туризма. Ограничения предлагают не распространять на тех, кто едет в Европу или США на лечение или к родным. Необходимо рассмотреть вопрос о запрете выезда российских туристов в страны НАТО и одновременно принять меры по развитию внутреннего туризма. Сегодня совокупные военные расходы стран НАТО составляют 67% всех оборонных затрат мира. Это прямое доказательство агрессивных намерений блока и угрозы России. Поездка в одну из этих стран может обернуться для нашего гражданина арестом, вербовкой или влиянием на взгляды и убеждения. На заявление уже отреагировали в Госдуме РФ. Там заявили, что запретить россиянам ездить в страны НАТО ради туризма невозможно, ведь массовых турпродуктов туда просто нет, кроме Турции, куда просто так полеты также не запретить. В Риме историческая сенсация. В сердце Колизея впервые открыли для публики легендарный переход Коммода. Скрытый подземный коридор, по которому римские императоры спускались прямо на арену, минуя толпу. До этого момента этот таинственный тоннель был недоступен простым смертным более 2000 лет. О существовании коридора стало известно лишь в конце 19 века. Историки быстро связали его с Коммодом, ведь, согласно хроникам, именно в подземном переходе император чудом пережил покушение на свою
свою жизнь. Когда-то стены коридора украшали мрамор, фрески и мифологические сцены. Сегодня от этой роскоши остались лишь фрагменты. Влажный климат подземелья веками разрушал штукатурку. Тем не менее, благодаря цифровой реконструкции посетители смогут увидеть коридор таким, каким его видели императоры. Это коридор, построенный внутри фундамента. Это очень интересно, потому что уже после открытия памятника они передумали и решили создать этот подземный проход, чтобы императоры могли входить в Колизей, не соприкасаясь с толпой. Это было особенно сложно, ведь им пришлось прорезать фундамент, огромная работа, и создать этот секретный проход. И теперь он открыт для публики впервые. Так что теперь можно почувствовать, каково было быть императором. В Узбекистане уволят более 2000 чиновников, а их место займет искусственный интеллект. Власти страны начали масштабную чистку госаппарата. К концу октября из органов исполнительной власти исчезнет 2141 чиновничья должность. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев. Наибольшее сокращение ожидает налоговый комитет – минус 498 ставок. В числе ведомств, где умные алгоритмы заменят людей – Министерство водного хозяйства, сельского хозяйства, юстиции, экологии, а также Министерстве занятости и сокращения бедности. Реформа призвана оптимизировать управление, сократить бюрократию и ускорить принятие решений, а также показать, что цифровизация в стране перестает быть лозунгом и превращается в инструмент реальной экономии и эффективности. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что многие каждый день со мной. Делитесь моим видео на своих страницах в соцсетях. Оставляйте лайки и комментарии. Для меня это очень важно и ценно. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи уже завтра.